Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Табаков. Я юрист с многолетним опытом. Сегодня мы поговорим об истории. Начну я с цитаты. «Нелепо лины, братья, начати старыми словесы трудных повестей». Наш разговор коснется того, что киевский митрополит Максим, вопреки церковным канонам, бросил свою паству в 1299 году. Но, несмотря на это вопиющее нарушение, его, Максима, почему-то канонизировали как святого. И теперь эти нарушители канонов, я имею в виду руководство Русской Православной Церкви, пытаются нам, украинцам, что-то вещать о каноничности и неканоничности. Давайте разберемся в фактах, подробно и без прикрас. Русь потеряла свой суверенитет в результате монгольского нашествия 1237-1240 годов. В 1237-1238 годах Батый разгромил Северо-Восточную Русь, а в декабре 1240 года пал Киев. С этого момента русские княжества оказались под прямой властью Золотой Орды. Князья ездили в Орду за ярлыками, платили тяжелую дань, а Орда сохраняла за собой право вмешиваться во внутренние дела русских земель. Эта ига продолжалась почти 240 лет, до 1480 года. К концу XIII века Золотая Орда фактически была разделена между двумя мощными фигурами. Центральная власть Орды находилась в Сарае, на Нижней Волге, под контролем хана Тахты. Именно там располагалась официальная столица Орды, и оттуда Тахта стремился восстановить полную вертикаль власти. Западный Улус, Причерноморье, Поднепровье и значительная часть юго-западных русских земель находился под фактическим контролем темника Нагая, могущественного чингизида, который вел практически независимую политику. Киев в этот период находился именно в зоне влияния Нагая. Город и окружающие земли входили в его улус. Важно подчеркнуть, на момент событий 1299 года в политике Орды по отношению к православной церкви никаких изменений не произошло. Орда, как и раньше, продолжала политику веротерпимости. Ханы выдавали церкви защитные ярлыки, освобождали духовенство от налогов и воинской повинности. Никаких гонений на веру или церковные структуры в это время не было.
Однако это не помешало военному разорению. В конце 1290-х годов между Тахтой и Нагаем вспыхнул острый конфликт за верховную власть. Тахта решил устранить слишком самостоятельного Нагая. В 1299 году войска Тахты нанесли решающее поражение силам Нагая. После победы войска Тахты прошли по территории, ранее подконтрольной Нагаю, включая Киевскую землю. Это было типичное ордынское карательное разорение. Массовые грабежи, насилие, угон скота, захват имущества и людей. Русские летописи прямо называют это татарским насилием. В результате весь Киев разбежался. Город практически опустел. Жители в панике разбежались, спасаясь от грабежей и насилия. Народ Киева, уже ослабленный предыдущими ударами и долгим ордынским игом, подвергся новому тяжелому разграблению войсками Тахты. Люди лишились последнего имущества. Многие потеряли кров, близких и средства к существованию. Именно в этот тяжелейший момент, когда паства больше всего нуждалась в духовной поддержке, защите, утешении и присутствии своего архипастыря, митрополит Максим покинул Киев. Вместе со своим двором, клиром и имуществом он ушел сначала в Брянск, а затем во Владимир на Клязьме, на земли, находившиеся под прямым контролем Тахты. Там было безопаснее. Там находился политический центр Северо-Восточной Руси. Там легче было собирать церковные доходы, десятину и получать поддержку от князей, лояльных центральной ордынской власти. Такое действие прямо противоречит церковным канонам. 14-е апостольское правило и 15-е правило Первого Вселенского собора категорически запрещают епископу оставлять свою кафедру без крайне уважительной причины и без разрешения собора епископов. Митрополит Максим не имел соборного благословения на перенос резиденции. Он принял решение самостоятельно. Вместо того, чтобы остаться с разоренным народом, разделить его страдания, оказывать духовную поддержку и защиту, он предпочел переместиться в более благополучный и перспективный регион под крыло победителя Тахты. Несмотря на это вопиющее нарушение канонов, позже русская православная церковь канонизировала Максима как святителя. Этот факт особенно показателен. И вот теперь эти потомки нарушителя канонов, руководство Русской Православной Церкви во главе с патриархом Кириллом пытаются поучать нас, украинцев,
о каноничности и неканоничности, о единстве и исторической правде, хотя сами прекрасно знают, как их предшественники поступали в критические моменты. Московский улус никогда не будет диктовать Киеву свои правила. Позор предателя. Сегодняшняя русская православная церковь – это фактически прямая наследница тех предателей и нарушителей канонов, которые в критический момент попрали церковный канон и бросили свою паству на разграбление и произвол. Так христианский пастырь не имеет права поступать ни при каких условиях, ни во время войны, ни при нашествии, ни при политических потрясениях. Пастырь должен оставаться со своим народом, а не бежать туда, где безопаснее и выгоднее. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, донатьте. Будем разбирать историю без прикрас и без московской цензуры. С вами был юрист Валерий Табаков.